Furniture, all furniture, TV unit, dressing table, wardrobe. В общем, мои дорогие зрители, скоро мы будем уже при мебели, точнее, номера. В номерах будет скоро мебель. Совсем чуть-чуть осталось. Парам позавчера ездил с Ракешбаем, заказал все это. Фурнитуру также заказал. Фурнитура, я имею в виду различные ручки для красоты, отделки. Вот такая вот мебель будет. Что это? ДСП называется. Всем привет! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». У нас 9 часов утра, и прямо сейчас мы пойдем на второй этаж, там, где у нас идет стройка, и будем проводить религиозный обряд. Пуджу. Видео сегодня я начала снимать с самого утра, поэтому посмотрите, пожалуйста, то, что я уже успела снять, а потом мы вернемся к главному. И закончились каникулы. Артур снова пошел в школу в 5 класс. Пятиклассник вот перед вами стоит. Зашли за Вигнешем. Вигнеш, команд фаст. Давай быстрее. Быстрее в школу. Уже время поджимает. Вот мама ему прическу делает. Намочила водой. И сейчас... Ой, какая у них, смотри, интересная расческа. У нас нет. На руку надела, как щетка. Но у тебя другая прическа. Артур сам себе делает. Меня многие спрашивают в комментариях, что гелем. Нет, не гелем, просто мокрые волосы расчесывает. Расчесывает специальной расчесочкой с мелкими зубчиками. Мама провожает. Так, теперь что? Еще что-то? Ну, какие-то лекарства, наверное. Вот, обратите внимание, у них сейчас горит огонь, нагревается вода. Ой, господи, вода нагревается для купания. Кто будет сейчас? Ну, я так думаю, что... Наверное, Миша. Ну да, кто-то, кто остается. Видимо, искупали Вигнеша. Видите, Парам помогает. В одной руке тащит Артуркин рюкзак, в другой Вигнеша. И сумка спортивная, с которой мы сейчас пойдем вместе с Парамом в тренажерный зал. По поводу таблеток, по поводу лекарств я узнала, но я не буду рассказывать здесь на ютубе. Ну, скажем так, есть у него некоторые хронические проблемы со здоровьем. Ой, какая-то недружелюбная обезьяна гаркнула на меня. Все, и сейчас их рикша отвезет в школку. Вот так вот битком набита рикша. Некоторые детки сидят на коленках. Вот видите, Артур взял Вигнеша себе на колени. Все, бай-бай. А мы идем с Парамом заниматься спортом. Видео бана рहा тум. Ну и после интенсивной тренировки нагуляли, как говорится, аппетит. Каждый раз мы приходим на рынок покупать все необходимое для приготовления сытного обеда и ужина. Сейчас Парам покупает панир. Здесь вот уборка повсюду. Стоимость панира 350 рупий за килограмм. Ну, мы меньше покупаем, где-то полкило, потому что не так много мы едим, но чтобы не портился молочный продукт, скоро портящийся. Я уже много раз говорила в своих видео, но, может быть, не все смотрели. Значит, панир — это как адыгейский сыр. Особо большого разнообразия сыров, во всяком случае, у нас здесь в Матаране нет. Это где-нибудь в Мумбаи, в супермаркете, да, там есть выбор. Но нам туда ехать 3-4 часа, поэтому мы покупаем, ну, свежий, зато свежий сыр. Свежеприготовленный, домашний, можно сказать, почти. Я из этого сыра готовлю по вечерам Артуру сырники, да. Творог здесь не продается, но вот из этого панира получаются отличные сырники. Как-то покажу вам рецепт. Ну и просто по утрам ем бутерброд с маслом и сыром. Вот, ну и сейчас мы подошли к лавке, где продаются овощи и фрукты. Lady Fingers, окра. Парама любимая
сабджи я готовлю из этого овоща. Вот, еще обращаю ваше внимание, у нас до сих пор манго нет. В Матаран еще манго не привозят. Помидорчики, да, купи помидоры. Вот такой вот виноград очень вкусный продается. Сейчас сезон мы покупаем. Яблоки мы уже не покупаем, потому что они потеряли сочность. Бананы всегда круглый год, сезон, ну, практически всегда у нас есть бананы. Но их есть в основном парам. Мы с Артуром не сильно любим. Арбузы. Арбуз тоже у нас есть. В общем, фрукты нам покупать не надо. Дома стоит ящик манго, который мы в прошлой серии купили в Мумбаи. Помните, мне еще Парам запретил их есть. Они еще, кстати, не созрели до конца, они дозревают, но один уже мы с Артуром, съели. Точнее, я только попробовала. Да, we have. Огурцы мы, да, сам патта, бай патта. Угу. Чили. Так Парам увидел шкурки от манго и спрашивает, кто съел манго? Ну, кто, в смысле, я или... Я понял, видите, смеется. Да. Говорит, Артур, ты сам ел? Говорит, мама. Артур спалил меня. Говорит, ну, мама чуть-чуть. Я говорю, да я только попробовал. Ну, я реально только попробовала. Мне, интересно было совсем чуть-чуть. А он, кто ел? Ну, он вроде как в шутку. Но, знаете, тоже иногда его шутки заходят слишком далеко. Иногда от его шуток не смеяться хочется, а плакать. Ну, такой вот у него, у моего мужа, характер. Патта, это вот зелень здесь так называют. В общем, это кориандр. Кориандр покупаем. И помидорчики вот такие вот. Yes. Так что я сегодня, ребята, на обед пожарю рыбку, приготовлю бинди сабджи. Бинди — это lady fingers, так называют на хинди. И что еще будет? Рис, йогурт у нас есть, салатик сделаю. Помидоры, огурцы. О, воровка, ах ты воровка. Смотрите, только глаз да глаз за ними. Вот все в рот засунула. Вот, 150 рупий Парам заплатила. Еще кокос. Кокос он купил специально, чтобы... Сегодня у нас будет пуджа. Пуджа, я обязательно вам покажу, что за пуджа. Мы забыли кулек, зашли к Бавину. Он нам одолжит пакетик, чтобы туда сложить все наши покупочки. Что такое? О, боже. Бавин заболел. Парам, don't stand close with Бавин. Не надо рядом с Бавином, а то он заразит. Маску надень. Температура у него и плохо себя чувствует. Значит, друзья, знакомьтесь, это все наши плотники, это одна семья. И вот сегодня они уже почти приступили к делу, к сбору мебели. Но прежде, wait, рук, одну секунду, one second, я же должна это все показать. Тут не опасно, чтобы не возникла никакая производственная травма, чтобы все прошло гладко. Они совершают вот этот вот религиозный разбитие кокоса. Мы еще их угостили сладостями. То есть это не Парам, да, казалось бы, Параму важно, или Ракеш Баю важно, да, провести пуджу. Но мы проводили в самом начале. Ну и работники тоже, прежде чем приступить к делу, они тут будут работать долго. Я надеюсь, быстро, не очень долго, не затягивать, но в всяком случае, да, во всех номерах 4 нужно мебель собрать. Это большой объем работы. Ну и поэтому вот, чтобы все прошло удачно, они совершают этот обряд. Ой, Парам, cover me, закрыл. Так, теперь что? Теперь разбивается кокос на маленькие кусочки и раздаются, как просад. Да? Now this is like просад. For who they won't give? Ну, между собой, да, они съедят кокос. Мне, Параму. Вот так вот заодно и позавтракают, перекусят. Напоминаю, сейчас 9 часов утра. Так, я тоже возьму кусочек. Thank you.
Satya Sharma. Satya Sharma. You working? Сате Сарма. Окей. Nice to meet you. Рада познакомиться. We working in many Bollywood actors' house furniture काम. Да, ничего себе, настолько профессиональные у нас работники. Hrithik Roshan. Hrithik Roshan, я думаю, точно все знают, даже кто особо не увлекается болливудскими фильмами, он собирал мебель у таких знаменитостей. Кто еще? Say еще names, назови еще. Hrithik Roshan, Bobby Deol, Kartik Aaryan. There are many heroes, new young heroes he worked. Представляете, какой опыт работы. Как ему? How it's possible? How he found like this job? Как? These village people, they have many groups, so you go with them also. They like Ну, я так понимаю, что да, какой, как professional workers, these jobs. кто-то его взял в свою команду, в свою группу. Good. Хорошо, да, супер. Ну, в общем, такие болливудские звезды. И тут мы. Пора мне сейчас сказать, что, может быть, мы их пригласим в Гоа, когда придет время к себе в квартиру, пусть там тоже соберут мебель. Там тоже надо, ну, там особенно надо, чтобы все было на высшем уровне, как у болливудских звезд. Ну а сейчас я отвожу Артура на дополнительные занятия, как здесь называют тушин, ну, что-то вроде нашей продленки. Я вам уже много раз рассказывала, что Артур где-то с 2,5 лет ходит на дополнительные занятия, там много детей, и плюс еще недавно он стал ходить к репетитору. Но вот сейчас к репетитору он ходит не каждый день, примерно 2-3 раза в неделю, но вот на тушин каждый день. Вигнеш? Where are we going? Тушин, да. Я, кстати, переоделась, вы видите, в красивом платье. Вот, и Вигнеш тоже идет вместе с нами. Значит, друзья, о чем я хотела сейчас вам рассказать. Артур поменял учительницу, его предыдущая группа Тушин расформировалась. А почему, сейчас он расскажет. Артур, расскажи. Так, это очень интересно, но я так вначале вам объясню. Значит, у мисс суровые методы воспитания. Расскажи подробнее. У мисс есть 3 палки. Одна железная, другая деревянная, третья пластиковая. Она говорит маленьким детям: какую вы палку хотите, чтобы я повоспитала вас? Ну и какую они обычно выбирали? Обычно хотят и потом плачут. Начинают плакать. Это только маленьким детям или ну что значит маленьким? Ты считаешь себя большим уже? Да. Ну а кто маленький, до какого возраста? Ну где-то до 5. Нет, и нам тоже такое делают. И ты какую обычно выбирал? Я просто просил в туалет, когда она меня не била. Да, вот еще интересный такой момент, что Артура действительно мисс никогда не воспитывала таким образом, но я не буду говорить эти слова, что мало ли. А Артур думал, что из-за того, что у него очень хорошее поведение, но на самом деле причина в том, что Парам ей платил все время на протяжении 2 лет, по-моему, 2 года он к ней ходил, к этой мисс, больше, чем все остальные, в 3 раза. Он платил для того, чтобы она с ним занималась лучше, так как у Артура некоторые проблемы с хинди, с марати, и чтобы она ему уделяла больше внимания. Ну и, соответственно, видимо, она, получая такую крупную относительно сумму денег, не поднималась, короче говоря, у нее рука, чтобы хватать палку. Вот такие вот методы воспитания здесь. А другим детям не понравилось. Они стали жаловаться своим родителям. Вот Артуркин друг Вайбау, там Капиш, еще. И они сказали, что все, мы на это к ней больше не пойдем с Нового года. Ну и Артур тоже нам говорит, что я не хочу, все мои друзья оттуда ушли, там остались только одни малыши. И он выбрал сам, куда ходить. Вот вместе с Вигнешем Намишем, там еще несколько его одноклассников, и девочки там одноклассницы ходят к мисс Мускан. Он раньше к ней тоже ходил, 2 года назад, потом она вышла замуж, и она вообще раньше была учительницей младших классов. Вот, ну и в общем у нее был некоторый перерыв, и сейчас вот она опять стала вести эти дополнительные занятия, и Артур согласился ходить к ней по собственному желанию.
Но есть такой нюанс, вот чего, собственно, я хочу сегодня посмотреть, мне интересно. Нюанс, что у мисс Мускан очень много родственников со стороны мужа, со своей стороны они местные. Муж отсюда, и она тоже отсюда. Женились по любви. И все вот эти вот дети родственников ходят к ней тоже на эти дополнительные занятия. И в итоге 100 детей, вы себе представляете, ходят на эти занятия. Ну, Артур говорит, что не каждый день все приходят, естественно, да, там по разным причинам. Но, тем не менее, детей очень много. Вот я хочу посмотреть, что ж там у нее за палац, замок, куда помещается такое количество детворы. А ну подожди, Артур, подожди. Ну большой дом. Артур, ну подожди, где тушин проводится? Внизу? А можно посмотреть? Can I see? Я хочу немножечко поснимать. Значит, вот этот вот огромный дом, в этот огромный дом она переехала к мужу. Так, тут уже собралось. Посмотрите, сколько детей. Но это еще не все. Кто-то на кровати, вот самые маленькие на кровати, а детки постарше располагаются на полу. Вот Абит, одноклассник. Вот это тоже, этого мальчика я знаю. Ну ладно, окей, Артур. Все, я тебя забирать не буду, понял? Все, пока. Так, Парам сейчас контролирует процесс, следит за мебельщиками. Ой, боже, чего вы? О, боже, что здесь происходит? Вот это вот рыжая маркиза, а вот этот вот котик или кошка, я не знаю, с пушистым хвостом. Наверное, кошка. Это не наша, но она иногда приходит к нам в гости. Вот еще и Ганеш пришел на разборке. Услышал шум. Ребята, не ссорьтесь. И Джимми тут как тут. Джимми, построй этих котов, чтобы они не кричали так. Я тут видео снимаю, они мне мешают. Я реально испугалась. Видите, как у нас шумно. То строители, то коты. Значит, на чем я остановилась? Пока муж работает наверху, я тем временем приготовила... О, Парам идет. А вот и Парам. О, Парам принес. Моя ж ты умничка. Принес курятину для животных. О, еще и за рыбку еще пойдет. К нам приносят по воскресеньям на рынке рыбу можно купить, а так вот среди недели можно еще вот мужчина. Хорошо, сейчас, хорошо, Парам говорит, быстрее покорми животных, а то они очень голодные. Ну сейчас давайте я уже досниму, потом их покормлю. Что я хотела показать вам, да, значит, приготовила я сегодня чечевичную похлебку. Гороховый суп, по-вашему. Пожарила рыбку. Вот это вот рыбка. Сейчас еще свежую рыбку Парам принесет. Ну, это уже на завтра. Здесь у нас бинди сабджи. Окра или леди фингерс по-разному называют это блюдо. Это я замочила дал. Будет еще один салатик на вечер с кокосовой стружкой. Вот, помыла виноград. Я его особым способом мою. Всегда замачиваю на 30 минут с содой и уксусом, а потом еще выполаскиваю, ну, долгий процесс. Так, салатик я порезала, но еще не заправила. Сейчас я положу в холодильник, еще где-то 1,5 часа у меня есть до обеда. Значит, заправлю и посолю уже перед подачей. Также, что еще мне нужно будет? Сварить рис и чапати. Тесто уже есть, просто нужно будет, я сама сделаю сегодня, потому что Парам сегодня сильно занят. Так вот часто у меня Парам сам делает лепешки. Вы мне пишете, все равно я уверена, что... еще йогурт будет. Уверена, что кто-то напишет, что я плохо кормлю своего мужа, что он худющий, что он занимается спортом, ему нужно не травой этой питаться, а килограмм мяса. Но вот ребята, которые ходят в тренажерный зал, я специально интересуюсь, многие из них даже вообще... мясо не едят, а вот в основном вот такие вот бобовые разные блюда. Белок получают, ну, вот, в растительной пище. И нормальные, здоровые, так что не обязательно есть килограмм мяса. Тем более рыба это тоже, ну, тоже мясо. Я выбежала специально, чтобы вам показать. Значит, вот этот вот мужчина, Кандубай, фишмен.
Good morning. Здравствуйте. Приносит рыбу раз в неделю в будний день практически к порогу. Вот Парам покупает Kingfish. Это очень вкусная рыба. И вот давайте еще посмотрим, что у него тут. Вот это вот, по-моему, красный окунь, но мы его особо не покупаем. Угу. Понятно, видите, какой ассортимент. Макрель, да, здесь большая макрель. Вот в Гоа маленькие, как... Угу. Да, огромная. Она не такая вкусная, как в Гоа. В Гоа маленькие, свежие такие, мягкие, вкуснейшие. Так, все, Джимми, идем кушать. Идем. А? Как говорит, спрашивает, чем ты снимаешь, для чего. Парам все время же у меня любит шутить и говорит, для News Channel, для новостей. No, it's YouTube channel. Я всегда говорю правду. You don't like YouTube? Not interesting? Interesting? Okay. Ну да. Я теперь тоже засомневалась в том, что он смотрит YouTube. Понятно. 3 года он пользуется таким вот кнопочным телефоном. Only TV, да? Только телевизор смотрит. До этого он 6 лет использовал телефон, но, видимо, накрылся. И поэтому пришлось купить новый 3 года назад. Ну все, команд, Джимми, идем кушать. И Бобика, да, давай, Бобик. Вот видите, мы сейчас наливаемся. Ну, мы всегда наливали, но сейчас особенно важно. Я вот обращала внимание, тоже вот многие возле домов ставят емкости для воды, потому что сейчас жаркий период. Господи, мне сейчас Парам, ему не понравилось, говорит, как ты вышла, что я как-то не так одета. Но я в домашнем, получается, вот в футболке, в лифчике. Он не любит, если я выбегаю без лифчика. Он вообще просто меня чуть ли не по башке может ударить, если я без лифчика. Это очень строго. Против. Только в Гоа разрешает, и то не всегда. Так, я сейчас вроде бы как все надела. Что-то ему не понравилось. Я прямо даже сбилась, что-то хотела сказать. Стараюсь сегодня вам все снимать. Лайфстайл. Так, а вот парень, да. Мебельщик пришел за водичкой. Какие вы голосистые у меня. Какие звонкие голоса. Сейчас сначала Джимми надо, а потом уже вам, чтобы Джимми не нападала. Ну, Джимми, посмотри, сколько... Ах ты, какая же ты все-таки, а? Ты посмотри. Эгоистка. Только тебе, да? Вон тебе сколько много еды. И Бобику Парам. Go give for Бобик. Most important. Артуркины одноклассники пришли, вместе будут собирать. Но Артур вчера уже собрал конструкцию. Значит, там батарея, лампочка. Можно собрать так, чтобы лампочка загорелась, а можно собрать так, чтобы вот этот вот пропеллер крутился. Он вчера сам разобрался. Вот интересно будет посмотреть, как его одноклассники справятся или нет. Вот это вот Рудра. Отличник. Хай. Ему тоже очень интересно. Папа Вигнеш и Миша тоже заинтересовался. А Вайбау у нас такой паренек, он больше по спорту. Сегодня у Артура был первый день в школе, и он рассказал ребятам, ну и они, вот, собственно, прибежали, как только переоделись и покушали, и прибежали к Артуру собирать эту. Ну, вот, крутится. Научные эксперименты. Вот такая вот, друзья, у нас здесь жизнь в Индии непростая. Я помню, когда, будучи школьницей, читала роман Джейн Эйр, и там описывалось ее детство, как она училась, как издевались изощренно над детьми.
учителя, я помню, тогда плакала. Это был, на минуточку, 18 век, события описывались, Англия, и, естественно, я никак не могла подумать, что моего ребенка коснется в современном мире та же участь. Ну, действительно, я считаю, что это проблема. Кто как бы там ни говорил, некоторые считают, что так только и надо с детьми, так только и нужно их воспитывать. Здесь, кстати, тоже есть родители, которые, наоборот, даже учителям говорят: вы с моим там построже, а то он у меня такой разбойник. Вот. Но многие родители уже так не считают, ну и я в том числе. И даже если она не применяла рукоприкладство к моему сыну, все равно я не хочу даже, чтобы он на это смотрел, как там дети плачут, но реально до слез. Еще у нее, ну, просто Артур не все подробно рассказал, еще у нее лежала на столе металлическая огромная линейка, и этой линейкой она била детям по пальцам. Ну, так что дети реально плакали. Вот, ну все, мои дорогие зрители, значит, по поводу ремонта я вам расскажу некоторые подробности уже в следующей серии. По поводу нашей поездки в Гакан с Бавином, Нихой и Приянкой тоже есть новости. В общем, очень много новостей. Просто я вообще хотела сегодня сделать коротенькое видео, но, видимо, не получилось. Все, люблю, целую, обнимаю, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Пока-пока. Барам уснул. Now you're waiting for customer after we go put plants. Ну, он только что спал вообще, похрапывал даже. Посмотри, какой он чувствительный на камеру. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.